Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про NFT Games, и сегодня у нас в гостях игрок из топ-50 рейтинга по игре Era 7. В этом видео мы поговорим о тонкостях игры, о том, что нужно для того, чтобы попасть в топ-50 и, конечно, о вариантах пассивного заработка в этой карточной коллекционной игре. Так что присаживайтесь поудобнее, будет много интересного. Не забудьте поставить лайк авансом. Ну а мы начинаем. Так, расскажи немного о себе. Как ты давно вообще вот в игре, в Эру 7, как давно играешь, как в топ попал, там, сколько инвестировал, сколько уже отбил, там, ну вот свою историю вкратце расскажи. Всем привет, меня зовут Макс, мой ник в игре Fabulous. На текущий момент вхожу в рейтинг топ-50. В игру я начал играть с первого сезона, зашел я туда в конце первого сезона, там на третьей неделе примерно. И стартовые инвестиции у меня были порядка $500. И по результатам первого сезона мне удалось сразу же попасть в топ-100. И при том курсе тогда в пике, получается, эра доходила там до, по-моему, 60 центов. Ну, по факту я где-то 50 центов фиксировался, то есть и у меня фактически за 2 недели произошел окуп. Окупился я за 2 недели. Затем я уже во втором сезоне точно так же в топ-100 попал. В третьем сезоне я входил уже в топ-50. Ну и сейчас идет четвертый сезон, тоже вхожу в топ-50. Это В первый сезон, когда ты принципе, входил, это какой понимаю. месяц? Апрель был, наверное, да? Так, по-моему, да, это апрель был. Сейчас вот Мгм. точно уже не помню, но это, по-моему, да, был апрель. У меня, кстати, есть видео на моем канале, там можно будет посмотреть. Как раз я подробно рассказывал о том, как я начинал, что я делал и когда был непосредственно сам старт. Мгм. Вот, Ну, собственно, ссылочка то будет есть. в описании, ребят. Всем, кому интересно, заходите, обязательно смотрите. Там я сам тоже смотрел. Макс показывает много, ну, свою колоду, связки, рассказывает. Очень интересно. Рекомендую. Ссылочку в описании обязательно оставлю. Мгм. Так, Мгм. ну дальше еще что добавить? Ну, что добавить? То, что сейчас вход в проект стал дороже. В каком плане? Что появилась конкуренция. То есть если на начальном этапе, да, мне было достаточно там собрать деку за $500 и попасть в топ-100, то сейчас, конечно, эта цифра уже выросла. С одной стороны, дешевле стали карты, мастер-карты, вот сейчас снова будет распродажа боксов, да, тоже как будет определенный там всплеск, выкатят на рынок новые карточки. Но, тем не менее, сила дек, она очень сильно выросла. То есть, когда я начинал, у меня дека была там 2000 силы, потом там потихоньку ее докачивал 2500, 3. То сейчас вот в топ-100 примерно играют люди с деками от 3000 и выше. То есть даже до 4000 уже докачивают деки. И вот после последнего обновления, когда добавили еще 5-е левела, там еще люди из топ-50, они еще докачивали свои колоды. И, соответственно, чтобы с ними конкурировать, помимо того, что у тебя должен быть скилл, у тебя должна быть еще и сильная дека. То есть это, ну, нельзя никак это убирать. Плюс этого проекта какой, вот я в самом начале говорил, о том, что здесь очень сильно решает скилл. Это как бы так оно и есть на самом деле. То есть до сих пор
я очень часто обыгрываю там ну, всех топовых, в принципе, игроков мне удавалось обыгрывать. То есть и недавно там топ-1 с ним бился, я его обыграл. Хотя у него дека намного сильнее, и инвестиции там вложены. Ну, то есть там, чтобы понимать, да, там леги 4-го левела, то есть там одна карточка, она там стоит под $500. Вот. У меня, тем не менее, все еще считается, скажем так, более-менее бюджетная сборка, хотя и то она уже стала стоить порядка $2000. Вот. Но все эти инвестиции, они были за счет проекта. То есть Мгм. первые $500, скажем так, я их не выводил, а я их реинвестировал. Потом еще были у меня реинвестиции. И вот сейчас только на 4-м сезоне я уже фиксирую прибыль. То есть все, что я зарабатываю, я это все вывожу. И Мгм. в целом это уже, если вот сейчас в моменте взять, допустим, мне и зафиксироваться, распродать всю свою деку, да, то, конечно, я уже несколько иксов сделал на этом проекте. Поэтому Мгм. считаю, что этот проект, он хорошо развивается, разработчики очень, скажем так, грамотно подходят к токеномике, да, там roadmap у них достаточно такой далеко расписан. И считаю, что проект будет очень перспективный, он дальше еще будет развиваться. И люди, которые сейчас в него заходят, они также могут заработать в этом проекте. Мгм. Мгм. Да, но я вот тоже от себя добавлю, я заходил немного позже. Ну, кто смотрел мои прошлые видео, знает, я все это показывал в цифрах, в таблицах, все, у меня там начинал я что-то около $800, но тоже первый сезон, все, ну, свой первый сезон, все инвестировал 100%, вот в июне тоже практически 100% реинвестировал, вот, ну, и июль сейчас тоже хотел поменьше реинвестировать, уже думаю, что-то надо выводить, но тоже, короче говоря, вывожу процентов 10-20 на самом деле сейчас, все как бы дальше реинвестирую, колоду раскручиваю, вот, и про скилл, да, тоже добавлю, потому что я сначала первые 1,5-2 месяца играл самостоятельно, но у меня опыта, когда я начал вообще вот в карточных играх не было никакого. Я там Gods Unchained играл немного, совсем немного там тоже разобрался. И когда пришел, да, вот мой первый опыт, то есть там у меня первый месяц ушел только там разобраться, там какие связки рабочие, какие нерабочие. В итоге очень много времени. В итоге я проигрывал, да, просто за счет скилла, за счет неопытности. Где-то там нервов не хватало, где-то чего-то еще. Поэтому я в какой-то момент пришел к выводу, что, наверное, проще сдать аккаунт в аренду, не тратить время, там, нервы и так далее, и как-то вот, ну, в более пассивный, да, заработок перевести. Вот. Давай, знаешь, про что поговорим? Вот интересная тема. Недавно буквально вышло вот это обновление, добавили 5-й левел. Вот, ну, сам ты что думаешь? Это вообще в целом хорошо для проекта или это плохо? И каким последствиям это вот приведет в будущем? Мгм. Ну, однозначно, это для проекта хорошо, потому что люди инвестируют в проект в дальнейшем, чтобы проект развивался, в него должны идти так или иначе инвестиции. При этом я хочу сказать, что нету какого-то жесткого дисбаланса. То есть как только вышел вот этот анонс, да, когда вышло обновление с 5-ми левелами, то есть некоторые люди, они даже заранее, я знаю, они готовились, они закупали карты, чтобы сразу же вот в момент выхода обновления тут же обновить, прокачать себе 5-е левела и играть уже с 5-ми левелами в деке. Я Мгм. так не делал. Я играл еще несколько дней ну, со своей старой декой. То есть я вообще никаких дополнительных инвестиций не делал. И скажу, что не было прям такого жесткого дисбаланса, да, что прям меня побеждали. Резко у меня там винстрик стал падать. Нет, то есть я конкурировал, продолжал конкурировать неплохо. То есть, конечно, есть определенное преимущество, если у игрока есть там 5-й левела, и в принципе у него дека сильнее. Но, тем не менее, все еще сохраняется вот этот баланс, то есть за счет механики игры, за счет скиллов, за счет плюс там каких-то новых, то есть до сих пор люди находят какие-то новые связки, да, вот это интересно, то, что наблюдать, и они продолжают выигрывать за
счет каких-то там нововведений. И, в принципе, я считаю, что выход этого обновления, он ну, закономерен, и, может быть, даже там дальше потом будут и шестые левела, кто его знает, но идет сжигание монет, да, за счет того, чтобы апать карты, за счет этого поддерживается нужный курс, и в целом доходность проекта, она сохраняется. Еще вот если забежать чуть назад, до этого еще было обновление по поводу выплаты наград. Тоже некоторые задают Мгм. вопрос, выгоднее это стало, невыгоднее. Вот я сейчас понимаю то, что у меня доходность только растет за счет этого. То есть, если ты продвигаешься дальше по рейтингу, да, то в целом, вот я фиксировал там, считал еженедельный доход при, скажем так, текущих курсах. И у меня по факту сейчас доходность, она вырастает за счет вот этих выплат. То есть убрали, снизили выплаты, получается, за счет рейтинга, да, но увеличилось вознаграждение, вот эти накопления там Мгм. сундуков, да, за счет ранга. Вот, и в целом считаю, что баланс на самом деле достаточно неплохо работает в игре. И вот те ребята, вот, кто занимаются именно вот в игре балансом, они это делают достаточно грамотно. Это касается также и балансировки карт. То есть вот многие там люди жалуются, да, что вот Дзен сильно Мгм. раса, которая имбалансная. Но по факту, если вот мы сейчас зайдем просто в рейтинг Давай зайдем, самых как раз топовых игроков, посмотрим. да, вот просто зайдем, мы увидим, что в целом там вот даже вот в топ-50 там полистать, там присутствуют ну, абсолютно Ну вот разные Пират, расы. Варвар. То есть, Ой, да, э, Пират и Империя одна сразу на третьем да, месте. Вот мы видим, да. пожалуйста, да. Ну, Дзен, конечно, он все В еще большинстве преобладает, случаев, но, да. но нужно и отметить, что как раз делают ребалансировку, то есть вот нерфили больше всего в последнем обновлении именно Дзен. И сейчас люди начинают находить вот новые связки, которые начинают работать гораздо лучше. То есть поэтому я думаю, что работу делают достаточно неплохо. И в целом обновление вот это с Мгм. левелами, я считаю, что в нем больше плюсов, чем минусов. Мгм. Мгм. Ну да, да, я тоже так считаю в целом, потому что поддерживают экономику. Единственное, что я вот сегодня заметил, хэш, хэш-пауэр очень сильно на 5-й уровень прям добавляют. Там, получается, по мурарка 5-го уровня уже 500 хэш-пауэра приносит. Вот, и это, конечно, приведет, Извини, что очень сильно упадет. Ага. я тебя перебью. Здесь вот по поводу хэш-пауэра, да, это вот этот пассивный доход, который тоже дополнительно дается. Я скажу, что я вот все-таки докачал, да, там несколько рарных карт до 5-го левела, и у меня за счет этого хэш выровнялся. Инвестиции у меня при этом были несущественные, то есть, ну, порядка там $100, может быть, я вложил еще плюсом, но при этом у меня хэш снова выровнялся. То есть имеется в виду доходность в целом. Хэш, понятное дело, он падает, да, потому что Падает. все больше карт, все больше как бы игроков заходит, а пул вот этот, его пока не увеличивают. Но я думаю, что будет какая-то критическая точка, после чего добавят еще ликвидности в сам пул. Мгм. Это уже было, Да. кстати. Мгм. Да, я тоже добавлял сегодня, у меня было там что-то 15 тысяч, я вот несколько карт апнул и до 17 тысяч, и вот как-то выровнял. Ну, посмотрим, да, могут они добавлять, а могут и наоборот убирать. Вот, например, как
по проектам другим, если посмотреть, ну, допустим, тот же Mobox, там, наоборот, немножко по хэшу там как бы срезают, да, вот недавно там халвинг был, вообще половину там убрали, какие-то ответвления сделали и так далее, да, ну, в общем, посмотрим, но я тоже думаю, что в целом, да, ребята молодцы, проект очень хороший, очень интересный, я вот сам прям, когда аккаунт отдавал, прям так не хотелось, и еще хотелось поиграть, и это вот, ну, для меня лично это такой большой плюс, потому что сама игра интересная, это вот для блокчейна, очень редко сейчас найдешь такую игру, в которую вот реально интересно играть. Если в нее интересно играть, значит, будут приходить игроки и просто играть там даже не для заработка, не для чего-то там, а просто приходить, чтобы там получить какие-то эмоции. Вот, ну давай следующий вопрос, наверное, расскажи про, вот, собственно говоря, сдачу аккаунтов в аренду, там вот, ну, берешь ты сейчас еще аккаунты, может, кому-то еще интересно будет или нет, если берешь там на каких условиях, там какие требования должны быть к аккаунтам, там и так далее. Вот про эту тему давай поговорим. Мгм. Ну, на текущий момент я уже не беру в аренду, потому что я сейчас уже веду 4 аккаунта, и мне времени просто не хватает. Что касается требований, то в целом есть такое, ну, какие-то критерии, да, которые общепринятые. Те, кто, ребята, я знаю, кто еще берет, да, в аренду, есть гильдии так называемые, которые дают аккаунты свои, предоставляют тоже на условиях 50 на 50, то есть 50% токенов, которые зарабатываются непосредственно в игровом процессе, они, получается, эта доходность делится напополам. Все, что пассивно, да, там идет как раз с пулов, это, естественно, конечно, остается уже за держателем, да, вот этого аккаунта. Вот. Что касается еще силы, да, ну, у меня вот критерий был, что я там от 2,5, ну, сейчас уже, наверное, даже от 3000 силы я рассматриваю деки. Вот, и, ну, в ближайшее время я не планирую брать дополнительно аккаунты, но есть группы ребят, можем, в принципе, тоже ссылки оставить в Телеграме, где там идет вот постоянное общение игроков и где люди, в принципе, достаточно талантливые, кто неплохо играет и находится тоже в рейтинге топ-100, они также готовы брать в аренду ваши аккаунты. Поэтому, да, это, в принципе, рабочая схема. В первую очередь она экономит ваше время. Ну и во многих случаях еще и повышает вашу доходность от проекта, если вот брать конкретно коммерческую составляющую. Мгм. Да, полностью согласен, потому что, ну, вот я пока сам играл, там максимально заходил на там, какое-то 130 место, еще кучу времени тратил на анализ этих всех карт, эти там всякие связки, что-то протестировал, работает, не работает, все записывал, там все это, ну, куча просто времени даже вот настолько не на саму игру, а на то, чтобы там разобраться. А сейчас отдал, ну, вот, как видите, на 50-м месте, буквально мы сколько там, вот 2 недели, и на 50-е место, ну, правда, мне пришлось там что-то докупить, что-то там улучшить и так далее. Но я, по крайней мере, уже над этим не думаю, что мне покупать, какие карты там улучшать, какие там еще что-то. Вот мне Макс говорит, вот эту давай там, надо улучшить там, или надо докупить там, или еще что-то. Ну, и вот такой процесс. В общем, кому интересно, ссылочка, да, на группу в Телеграме оставлю, там заходите, общайтесь, спрашивайте. Ну, в общем, кто ищет такие вот более пассивные инвестиции, ну, вот всем могу рекомендовать и эту группу, и саму схему, да, ну, а, конечно, тем, кто хочет вот сам поиграть там и еще что-то там научиться, то тоже можно туда зайти и непосредственно как игрок рассматривать дополнительный заработок для себя, то есть брать какие-то чужие аккаунты в аренду. Вот. Ну, что еще? На этом, наверное, все. Макс, еще что-то есть тебе добавить, может быть? Про что-то забыли мы сказать? А, Что-то интересное? Что-то забыли, да я не знаю, уже нюансы, наверное, какие-то механики, но это надо прямо на каких-то каналах специализированных, да, там по эре, наверное, посмотреть. То есть сейчас
достаточно неплохо развивается. Много YouTube-каналов, ребят, кто играет регулярно в рейтингах топ-50, топ-100. У них есть свои каналы. Там уже можно посмотреть более подробно геймплей сам, какие-то там механики. Многих вот интересует вопрос там сборок непосредственно, да, вот готовые деки тоже публикуются, в том числе и на моем канале. Поэтому добро пожаловать, как говорится. Мгм. Спасибо за то, что пригласили выступить. Все, тебе спасибо, да, что пришел, рассказал. Надеюсь, информация будет полезна. Ну, в любом случае, да, все ссылочки оставлю. Вот прям в Телеграм добавляйтесь к Максу на канал. Там по-любому информации очень много, информация полезна. Ну, на этом, друзья, всем пока, всем профита, как говорится, и до встречи на игровых полях.